Борис Леонидович, здравствуйте. Добрый день. По венесуэльской теме сейчас у нас, так сказать, как говорится, эксперты все, но лучше-то говорить с теми, кто на самом деле эксперт, поэтому, собственно, я бы хотел с вами это все обсудить. Все-таки страна, которая хоть и сидит на больших запасах, но явно не дотягивала до того уровня, на котором должна была бы быть эта добыча под влиянием разных обстоятельств. Конечно, изоляция, конечно, санкции, конечно, так сказать, в том числе и не очень, наверное, эффективное где-то управление руководства этой ПДВС, но вот сейчас что-то поменяется, все это из-за энергетики, все это из-за нефти. Как вы отвечаете на этот вопрос? Ну, давайте начнем с терминологии, тогда половина споров отпадает. У Давайте. геологов есть ресурсы, есть запасы. Ресурсы – это все, что находится под землей. Запасы, вот там звучит буква «З», золото, зарплата, там, что угодно еще. То, что при имеющейся конъюнктуре цен и при имеющихся технологиях рентабельно добывать. Мгм. Вот то, что есть 300 миллиардов там каких-то называют, это ресурсы. Запасами они будут только в том случае, если найдется более-менее приличная технология. На день сегодняшний себестоимость добычи в районе $50 за баррель. То есть там все на грани. Если говорить об оценках, которые дает большая вот эта американская тройка нефтяных компаний, то для того, чтобы вернуться на объем добычи в 3 миллиона баррелей в сутки, понадобится лет так 10 и не менее $100 миллиардов инвестиций. И, разумеется, со стороны американских компаний раздается вопрос американскому руководству. Вы гарантируете политическую стабильность в течение 10 лет? Кто будет страховать? Кто будет кредитовать? Что будем делать с запретами родного Министерства финансов? Лицензии ведь никто не вернул. Последний раз ограничение со стороны ФОАК декабря 2025 года действует до 6 февраля. То есть лично для меня маркер о том, что что-то начнет меняться по Венесуэле, это действие Министерства финансов США, которое должно смягчить свои санкции. Иначе вообще разговаривать не о чем. Физически. Вот какое-то такое настроение. Ну, есть ли сомнения, что Какое? эти запреты смогут преодолеть те, кто хотел бы, возможно, туда вернуться? А некоторые уже вернулись, ну, типа компании «Шеврон» там, и некоторых других. Они же говорили, это же наше, хотя почему оно их? Ну, когда-то они там работали, когда-то за эту землю, даже, наверное, за ее использование заплатили, где-то разработки вели. Шеврон удобнее всех, он оттуда не уходил. Да-да. Возвращаться. У него все в порядке. Вот тот перечень вопросов, которые есть, во-первых, решение со стороны Министерства финансов США, чтобы снять эти ограничения, во-вторых, технический аудит. Но, судя по отзывам американцев, там полный кошмар. Подземная коммуникация надо менять чуть ли не полностью, все проржавело, надо менять компрессорные станции, надо что-то делать с энергетикой, потому что блэкауты там недопустимы. И дальше пошли вопросы, что делать с емкостями в портах, что делать с расширениями нефтеналивных возможностей, где искать танкеры, где искать сбыт, если наращивать до того объема, который требуется только самим 6 нефтеперерабатывающим заводам на побережье Мексиканского залива, это одно. Если вы предлагаете это еще экспортировать, это другое, значит, надо искать покупателей. Со стороны Дональда Фредовича прозвучало, что интересы по покупке нефти со стороны Китая будут удовлетворены. Но неплохо бы это в какой-то документ, наверное, превратить. Так что я не вижу повода для волнений. Собственно говоря, и мировые котировки показывают, что предмета для волнений нет. Объем добычи 1,1 миллиона баррелей в сутки последние пару лет. Из них внутреннее потребление 0,3-0,4. Ну и что? Вот исчезло там что-то типа 0,5-0,8. При мировом рынке 102-104 миллиона баррелей в сутки, ну, ни на что не повлияло. Чего и следовало ожидать. Так что запасаемся терпением. Берем попкорн Ждем, и когда за ждем. словами. Ждем, когда появятся хоть какие-то документы. Слов много. Когда речь о Гренландии заходит, это в какой мере про сырье тоже, поскольку, ну, там, конечно, тоже надо, видимо, разбирать, какое конкретно сырье, какие полезные ископаемые и так далее. Ну, что вы думаете по этому поводу? По ресурсам там новости были, было их много. Там и РЗМ, редкоземельные металлы, и уран имеется. С какой скоростью можно в них вгрызться, каких инвестиций потребует, никто пока не оценивал.
Будут наверняка вопросы со стороны населения. Конечно, хорошо, если к жителям, гражданам Гренландии будут обращаться ваше сиятельство или фон. Но хотелось бы и экологическую оценку получить. Уран делал такое. Но там есть за что бороться. Там, судя по тем новостям, которые были от геологоразведчиков, там действительно есть за что бороться. Причем уран находится на той части, которая не покрыта ледником. Там удобно. Причем рядом с бережком. С бережком. Можно начинать работать. Так что я, конечно, желаю победы обеим сторонам. Пусть Дания защищает, тем более, что уже 8 Можно даже НАТО собачьих упряжек. привлечь на свой... Да, 8 собачьих упряжек. Это хорошо. А Да. вот, Колесницы боевые. так что, Это самое. Я, мне Борис Ильич, кажется, хотел спросить о вот таком тезисе. Знаете, я его озвучил. Хотелось, так сказать, сравнить впечатления. В целом, 25-й год показал, что Америка хотела бы, наверное, вот все, что можно плохо лежащего на мировом рынке и относящегося к энергетике, подмести, взять под контроль или переделить, как им кажется, на более честных условиях. То есть это мое, это опять мое, это снова мое. Этот фасон я не ношу. Так было по части российских активов, которые, так сказать, запретили покупать Ганвару, но, естественно, все американские компании включились в борьбу за них. Так по части объектов там, и на Ближнем Востоке. Есть ощущение, что сейчас и в Америку будут, в Африку будут заходить, но другим макаром немножко, может, через ЧВК какие-нибудь. Вот венесуэльский кейс, Гренландия. Вот все вместе. Это укладывается в такой тезис, сравнивая впечатления? у нас есть Северное Причерноморье, где фильм «Свадьба в Малиновке» проходит за документальный. В Соединенных Штатах, видимо, решили, что «Пираты Карибского моря» — это как раз политический такой триллер, и пытаются реализовать. Но то, что у них получается, мягко будет сказано, далеко не всегда. Вот в Ираке были события. Попробуйте назвать мне американскую компанию, которая ведет добычу на территории Ирака. Не назовете, нет их там. Не получилось. Да. С Ливией то же самое. Как-то вот все было хорошо, не получается. А больше того, новые власти Афганистана нефть в Афганистане добывают, американские компании тоже нет. Так что далеко не всегда все получается. Мне кажется, дело в том, что когда есть вот такие устремления Соединенных Штатов как государства, неплохо бы иметь инструменты. А если в качестве инструментов только частные компании, у которых есть свои экономические интересы и нежелание идти в слишком рискованные проекты, получается сложно. Получается далеко не всегда. Ирак, так, по-моему, самый очевидный пример. Государство Соединенные Штаты много чего хотелось, а нефтяные компании, взглянув на то, что там происходит, сказали: мы пас. Действуйте как-нибудь без нас, там, как вам больше хочется. Вот удастся убрать это противоречие, но для этого надо менять доктрины либеральной экономики, а это далеко не просто. Но Даже у нас в к России этому стремятся. Даже у нас, да. Цены на газ, цены на нефть и на газ в этом году, в 26-м, по прогнозам уже довольно большого количества экспертов, будут находиться под давлением. Насколько корректно говорить в преломлении темы нефтяного рынка, что идет, в общем, такая борьба за сегменты рынка Саудовской Аравии с странами, которые в какой-то момент начали отгрызать эту долю. И задача сейчас понять, кто при текущих ценах способен дальше продолжать работать, она стоит. Так ли это? Можем ли мы здесь выдерживать в том числе эту ценовую войну? Если мы не будем менять свою налоговую политику, конечно, не выдержим. Что тут говорить-то? Что касается того, что можно ожидать на том же Ближнем Востоке, вы видите, нарастает схватка между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Там постоянные волнения, и чего ждать с политической точки зрения, я вообще перестал понимать. Можно ожидать всякого. Если говорить о дне сегодняшнем, то Саудовская Аравия объявила о том, что снижает стоимость своих марок нефти для ряда покупателей, как для европейских, так и для азиатских. С одной стороны, это как бы неприятно, с другой стороны, сейчас период низкого спроса, зима в северном полушарии, спрос падает. Я думаю, что более-менее прояснится это где-нибудь к началу весны. Какие тенденции, что там произойдет в Венесуэле, в конце концов.
У нас же биржи реагируют не только на какие-то ситуации с физической нефтью, но еще и на, как это сейчас принято говорить, оральное давление или как так, вербальное давление, Да. всевозможные всплески. Ждем, но пока, вот, несмотря на кражу президента, я по-другому вообще назвать это не могу, обычный разбой, обычный пират Карибского моря, ну, собственно говоря, в Венесуэле самое ничего не изменилось. Нет ни новых законов, кроме того, что ввели ЧС, привели к присяге нового человека, который отнюдь не отказывается от наследия Чавеса, несмотря на заявление, на риторику Трампа. Ну, пока ничего не изменилось, пока все на своих местах. Единственное, что происходит с портом проблемы, потому что емкости в портах закончились. Надо куда-то отгружать. Так может дождаться того, что добыча остановится полностью. Ну, нужны деньги, Просто нужны некуда инвестиции, нужны в том числе желающие работать в Венесуэле, которых, естественно, не было под давлением, в том числе санкционным в отношении там этой много страны. вещей. Не сверхвязкая. Для того, чтобы она в трубу пошла, нужны разбавители. Это такой химический подвиг впереди. При этом разбавитель надо подобрать так, чтобы нефть в результате не перепортила все оборудование на нефтеперерабатывающих заводах. Вот здесь тоже на тоненького все. И несмотря на то, что «Шеврон» работал без остановок, объемы добычи он на месторождениях, на которых работал, увеличил за 3 года на 80 тысяч баррелей в сутки. Ну, это, простите. Ни о чем. Наглядный показатель. Технологически там все очень сложно. Такие структуры, как ОПЕК и объединение стран ОПЕК+. В 2026 году это еще актуальные объединения. Я просто к чему это? К тому, что Трамп, который сегодня разрушает очень многие правила и структуры в мире, ставит под вопрос их существование, даже он, его представители открытым текстом говорят, да что нам ООН? Господи, кто такие ООН? Вот, кто такой этот потерпевший? Вот. Но в целом он же и на ОПЕК, так сказать, крошил батон, как говорят в народе. Структура, которая ему, наверное, мешает в определенном смысле. А ОПЕК+, так и в целом, это не оформленное в некое, кроме как вот соглашение между странами, которые добывают нефть в объединении. У них есть, у таких структур, будущее? Конечно, есть. Что бы мы ни говорили про Трампа, вопрос, что выгодно нефтяным компаниям США. Бешеная волатильность на рынке, которую мы наблюдали во время событий вокруг Ирана, когда были риски перекрытия Ормузского пролива и прочее. Да нет, никому это не нравится. Резкое падение стоимости? Нет, потому что себестоимость добычи методом гидроразрыва тоже достаточно высока. То есть американские нефтедобывающие компании, так же как добывающие компании стран ОПЕК+, заинтересованы в стабильности на рынке. Но вот сейчас установилась цена в вилке 60-65. Она комфортна для покупателя, она более-менее комфортна для производителя. Разрушаем ОПЕК+. Что получаем? Обваливаются цены. Соответственно, та самая детка, которая должна была бурить, приходит в овальный кабинет и вежливо спрашивает, мы тебе за что деньги платили? Тебе кто помогал на выборах? Ты забыл, что обещал? Мы бурить при стоимости, при котировках в районе $40 просто не будем. Не заинтересована. В резком поднятии стоимости тоже не заинтересованы, потому что тогда есть риск сжатия рынка. В стабильности заинтересованы все, поэтому каких-то стрел в адрес ОПЕК+, кроме словесных интервенций, вряд ли можно что-то ожидать. Всем правда, слишком важна стабильность. Трамп, правда, всегда может сказать, вот видите, зато людям хорошо, бензин упал в цене. И он у них таки действительно упал. Да. Краткосрочно. Пока упал, у нас и в России упал. У нас, оказывается, зимой люди меньше ездят на машинах. Кто бы мог подумать. Неожиданно, да. Неожиданно совершенно. Смотрим. Мне кажется, что зимой делать какие-то выводы. Вот к тому времени, как в северном полушарии начнет теплеть, надо внимательно присматриваться ко всему, что будет происходить на тот момент. Логично.
Газ, рынок газа и ровно то, что, как мне представляется, американцы смогли сделать. То есть, в принципе, он так разделился, скажем так, на две неравномерные части. Вот есть внутренне американский, где цены, ну, действительно, в какой-то момент прям падали ниже не могу. Вот. И, в принципе, довольно приличный объем предложения, который, наверное, может повлиять и на другой сегмент рынка. Вот тот, который там больше в восточном полушарии. Поскольку мы тоже в этом смысле страна заинтересованная, как один из крупнейших экспортеров, и, естественно, это же и доходы бюджета в том числе от экспорта этого вида сырья, возникает вопрос, есть ли в 2026 году повод для беспокойства за цены? Ну, на европейском рынке, конечно, можно беспокоиться. Но Европейский Союз – это единственный регион, у которого цена на газ намертво привязана к котировкам на TTF. Приличные страны работают с привязкой к нефтяной корзине. Вот так-то оно как-то привычнее, логичнее. Менять цену не каждые 15 секунд, а раз в 9 месяцев с привязкой к стоимости нефти, мазута, дизельного печного топлива и так далее. В таком режиме работает Юго-Восточная Азия, в таком режиме работает Ближний Восток. Египет один из крупнейших теперь импортеров СПГ, так что сложилась в его биографии. За европейский рынок продолжать бороться, ну, мне кажется, странным. Вот есть турецкий поток, который, как водится, у «Газпрома» перекрывает все проектные характеристики. Там, если помните, две нитки по 15,75 миллиардов кубометров в год каждая, но поставлено почти 18 миллиардов кубометров. То есть, как всегда, у нас тут было немножко в заначке. Ну, вот есть такая штучка. Ну, и хорошо. Больше она вряд ли укрупнится. Поводов нет. Можно, конечно, следить за новостями из Азербайджана. Просто в 2023 году после встреч руководства «Газпрома» и государственная компания Азербайджана прикидывали, что своповые поставки из России в Азербайджан могут достигать 3 миллиардов кубометров. Сейчас подписано свежее соглашение с Турцией о том, что объем поставок будет увеличен на 2,2 миллиарда кубометров газа в год. Я уверен, что это, конечно, большие успехи газодобывающих компаний Азербайджана. Ну, в общем, да, хотя Европе этого маловато будет, скажем честно, при их потреблении даже на самом деле, признаки какого-то восстановления газового рынка есть. Вроде бы, официальные итоги не подведены. Вроде бы 25 к 24 дал плюс 6 миллиардов кубометров. То есть где-то на уровень середины 90-х годов Евросоюз вышел. Правда, в середине 90-х годов Евросоюз выглядел несколько иначе. Стран было поменьше. То есть промышленный спад есть, ничего с этим не сделаешь. Можно показывать какие угодно числа ВВП, но поскольку туда входят и биржевые торги, и дома терпимости, и бог его знает, что еще, там можно играть процентами как угодно. Мы по росту ВВП никогда Соединенные Штаты не догоним. Можно, конечно, взять и догнать. Вот увеличить расценки в парикмахерских и у зубных врачей в 10 раз. И будет скачок ВВП. А кому от этого легче? Так что... А скажите... Да. У многих экономистов спрашивал, что в советские времена был еще один макропоказатель СОП, совокупный общественный продукт. То есть все, что материально произведено, и логистика на их доставку. В советские времена умудрялись пользоваться только СОПом, забыв про ВВП, то есть забыв про сферу обслуживания. Сейчас ВВП без выделения СОП отдельно. А хватает экономистам, чтобы получить на одном макропоказателе объективную картину развития той или иной экономики? Мне почему-то кажется, что без такого аккуратненького разделения наша сфера услуг, она достаточно большая всегда, в том числе и биржа и прочее, а вот наша совокупный общественный продукт. Вот то, что можно потрогать руками и перевести в машине, в поезде, в самолете. Такой вопрос. Так много надо что в голове еще там разделить и поменять для того, чтобы использовать правильные показатели для подсчета, значит, в том числе и экономических разных эффективностей. Стерео всегда лучше, чем моно.
Может, я ошибаюсь, я не экономист. По еще одному виду энергии, который, как мне представляется, в 26-м будет много всего в новостном поле. Ну, во всяком случае, для тех, кто следит за энергетикой, хотелось бы несколько слов сказать. Конечно, это атомная энергетика. Конечно, это, ну вот погоня, ну уже даже в отношении Гренландии мы упомянули уран, это погоня за этим ресурсом. Совпадаем здесь в ощущениях, впечатлениях. Может быть, уже, так сказать, я проспал, а там уже все поделили. Но есть еще, мне представляются, места, куда можно было бы, так сказать, своей вот ручонкой американцам дотянуться, протянуться, французам, которые много чего потеряли, ну и другим интересантам. Ну, француз, куда смогли, уже зашли. Не просто так в прошлом году месье Макрон побывал в Казахстане и Узбекистане, боролся за этот рынок. На восточном рынке ему вежливо объяснили, что все, что сейчас разрабатывается, уже поделено. Есть незадействованное месторождение, входной билет, простите, около 500 миллиардов. Или платишь, или не платишь. Он решил, что будет платить, но это тоже не быстро. Урановые месторождения быстро не разрабатываются. Несмотря на всю Ты еще риторику... деньги покажи, хочется сказать Макрону, деньги-то покажи, да. Ну, вот так получилось. А если не хочешь, сходи по рынку, поторгуйся. Я напомню, что Казахстан по объемам добычи урановой руды первое место в мире, Узбекистан четвертое. То есть он не в самое простое место приезжал. Но, несмотря на риторику о некоем ренессансе атомной энергетики, ну, наблюдаем то, что наблюдаем. В этом году новых блоков введено 2. В следующем году будет чуть больше. Это с учетом Китая. То есть у него там 1. Так получилось. В этом году, да, будет больше, но новых строек не так много. Да, большая атомная тройка ушла в прошлое, СССР, Франция, США. Франция и США, ну, как-то у них не получается со строительством. Все это превратилось в большую двойку России и Китай. Ну, если смотреть на заявленные новые проекты, то 84% это вот 2 страны. Россия и Китай. Отличие России от Китая в том, что в Китае 3 атомных корпорации, и количество зарубежных строек у Китая равно 0. Угу. У нас немножко иначе. Но новые проекты в исполнении европейских реакторостроителей мы не видим, если не считая невероятной истории, которую разворачивают французы в Англии. Там те жители Англии, кто еще не утратил английское чувство юмора, предлагают гордиться тем, что у них будут самые дорогие объекты недвижимости в истории человечества. Я имею в виду Хинкли-Пойнт-Си, атомная электростанция Хинкли-Пойнт, третья очередь. Может быть, удастся войти на европейский рынок Южной Кореи. Если да, то смогу поздравить, но здесь впереди все еще оформление бесконечное. И, собственно говоря, спотовые цены на урановую руду показывают, что, в общем-то, ажиотаж прошел, вернулась к $80 за фунт и особо не двигается. Ходят сплетни, что в долгосрочных контрактах цены выросли, но это предметы коммерческой тайны, которые вслух никто не говорит. На всякий случай напомню, что отличие уранового рынка в том, что у нас Путин, ну, дай бог, 10% того, что добывают. Так что потенциально цены должны расти, потому что при мировом потреблении порядка 60 тысяч тонн урановой руды в год, объем мировой добычи порядка 50. Сколько можно разубоживать имущество, накопившееся за годы холодной войны?